Приветствую вас, дорогие друзья! Вы на канале Реалистик PES. Второй сезон в рамках eFootball 2024 официально стартовал и по традиции привнес с собой новый контент в онлайн. А если быть честным, то это скорее старый контент под видом нового, но тем не менее предлагаю все это дело рассмотреть и обсудить вместе с вами. Поэтому устраивайтесь поудобнее, поддержите это видео своими большими пальцами вверх, в комментариях, как и всегда, делитесь своим мнением и подписывайтесь на этот канал, если находитесь здесь впервые. Ну а мы начинаем. Стоит отметить, что вес обновления, которое предшествовало новому сезону, достаточно весомое, и обновление до версии 3.1.0 выдалось таким заметным, что касаемо веса этого самого обновления. Например, на PlayStation 5 вес обновления составил 5,5 гигабайт, в то время как на Xbox где-то около 20 гигабайт, на ПК 7 гигабайт и на PlayStation 4 14 гигабайт. Однако, на момент записи этого ролика я так и не понял, что именно может так много весить, потому что анонсированных изменений в геймплее, ну не сказать, что много. Да, геймплей вроде как исправили, если исходить из официального пресс-релиза, но прям таки, чтобы его полноценно перелопатили, такого нет. Можно уповать только на какие-то фейсы, которые все еще, например, недоступны для каких-нибудь легендарных игроков, которые появятся в будущих паках. Возможно, возвращение старых бразильских стадионов столько веса прибавило. В общем, остается неизвестным. По аналогии с предыдущим сезоном, второй сезон также не продлится долго, а именно чуть меньше месяца, то есть стартует он сегодня, 5 октября, а завершится уже 2 ноября. И, скорее всего, 2 ноября стартует уже третий сезон. И это говорит о том, что второй сезон, скорее всего, также не привнесет чего-то такого сверхъестественного и также будет этакой разменной монетой. Но если рассуждать о контенте, который мы получили непосредственно с обновлением, то, в принципе, здесь также есть о чем поговорить. Например, обновили достаточное количество фейсов. По большей части это касается игроков партнерских клубов, но помимо них также обновили игрокам из других команд. Например, английской премьер-лиги, французской лиги 1 и так далее. Но все еще есть такие ребята, у которых, например, фейс как отобрали с предыдущим обновлением, так и не добавили с новым. Яркий тому пример — Иско, который без фейса бегает еще с предыдущего обновления. И с текущим апдейтом ситуация, в принципе, не изменилась. В чем проблема, неизвестно. Наверное, этакой вишенкой на торте этого сезона можно назвать обновление состава участников в Азиатской Лиге Чемпионов и, соответственно, добавление в игру команд Роналду, Неймара, Бензема, ну и так далее. То есть Аль-Насср и остальные команды были добавлены в игру. И теперь Роналду и компания располагают своими настоящими командами. И как бы я хотел рассуждать о новом сезоне с точки зрения новых режимов, но приходится рассуждать о новых паках, потому что с новым сезоном в игру вернулись клубные премиум паки. Было анонсировано 6 штук, но на данный момент в игре доступно только лишь 3, с Арсеналом, Барселоной и Манчестер Юнайтедом. Они оцениваются в 1500 золотых монет, и если вы такими монетами располагаете, то можете, в принципе, прикупить. Помимо полного основного состава команды, вы также получите тренера с отдельным бустом на игровой стиль. Стоит ли все это ваших монет? Делитесь своим мнением в комментариях. Ну и, конечно же, как же без новых эпических карточек? Официально были анонсированы новые эпические карточки Франка Рибери, Зико, Павела Недведа и Гвардиолы. Также в официальном пресс-релизе упоминается Хаби Алонсо, но внешний вид его карточки не был засвечен ни в трейлере, ни где-либо еще. И, в принципе, нетрудно догадаться о следующих действиях Konami, а именно политике в отношении карточек. То есть перевыпуск старых добрых эпических и биг-таймовских карточек только под видом эпических карточек, но с бустом. Например, Зика, у которого уже имеются пара-тройка карточек, Недвед, да тот же Гвардиола, который располагает и эпической карточкой, и легендарной карточкой, а теперь у него появится эпическая карточка с бустом. В магазине поинтов eFootball, как и всегда, Konami расщедрились на очередную беспонтовую легенду в лице Бибета, ну и также установили скидки на пару-тройку позиций, то есть со скидкой можете приобрести поинты для прокачки и продления контракта. Касаемо лиц, я также не упомянул, что в файлах игры была обнаружена куча различных фейсов для будущих эпических карточек. Из интересного можно отметить новую модельку фейса Неймара прямиком из 2011 года, когда он еще играл за Сантос. А если обратиться просто к базе данных новых добавленных игроков, то можно заметить новые версии Лионеля Месси, только, естественно, возрастом помладше. Как говорится, много Месси не бывает. И эта фраза не перестает быть актуальной даже спустя год и, скорее всего,
следующий год игры в eFootball тоже. И, если честно, я уже даже не могу представить, на сколько минут выйдет этот ролик, потому что складывается ощущение, что я рассказываю о чем-то и ни о чем одновременно. То есть, по сути, это то же самое привычное обновление. Ничего сверхъестественного, ничего нового, никаких телодвижений в сторону режимов. Да, их никто не обещал. Скорее возмущает сам факт отсутствия каких-либо телодвижений в их сторону, потому что, как бы, все шансы есть, упоминание тех же самых режимов тоже есть. Разнообразьте игровой процесс, добавьте те самые режимы, когда они у вас уже почти полуготовые, а в других версиях и вовсе функционируют вовсю. Но нет, мы, как и всегда, добавим 101 пак, бесполезные бразильские паки, целых 6 премиум паков для тех, кто донатит, а те, кто не донатит, пускай сами ищут мотивацию играть в этот проект. Я даже не буду ставить никакую оценку данному сезону и в том числе обновлению, потому что... Ну а что оценивать? По сути, все то же самое. Как я неоднократно упоминал по ходу этого ролика, старый контент под видом нового. Просто обновление ивентов и повторно их прокрутка в игре. А учитывая, что сезон будет длиться чуть меньше месяца, я не думаю, что за все это время Konami выкатит что-то такое необычайное. То есть, чем меньше длится сезон, тем меньше планов у Konami на него. Предыдущий сезон это, в принципе, и показал. Если у вас иное мнение, то буду рад услышать его в комментариях под этим роликом. Как и всегда, не забывайте поддерживать его большим пальцем вверх. Подписывайтесь на этот канал, если находитесь здесь впервые. Ну и про наши соцсети не забывайте. Ссылки в описании и в закрепленном комментарии. Всем спасибо за просмотр и приятной игры. Всем пока! Thank you.